Вот он, мой любимый священный момент — увидеть цветок, который я еще никогда не видела. Какая ты будешь? Вот такая еще маленькая котлейка у меня зацвела. И она меня удивила в этом году. В прошлом году как-то я на нее не обратила внимания. Она первый раз цвела одним или двумя цветочками. Вот, а сейчас она оказалась такая гораздо более красочная и такая вот, сама нежность. Очень мне понравилась. Она, правда, распустилась уже несколько дней тому назад, и еще и под дождь попала. Поэтому цветы у нее немножко не такие свежие. Но она так приятно пахнет розой, нежно-нежно. И такие у нее переливы на лепестках. Я только обратила внимание во второй раз, когда она зацвела. Но так вообще-то и бывает, потому что первое цветение всегда как бы пробное у орхидеи, и цветы могут быть недостаточно качественные, даже могут не пахнуть, не достаточно окрашенные, не таких даже оттенков, как они бывают потом. И кросс называется лилия пурпурата. Я люблю пурпураты, а это называется пурпурата педрейра на кетле лулу на кетле интермедия. Вот. Ну, все вроде бы такие знаменитые котлеи, как лулу. Ну, у нее цветы, как у интермедии, только в крапинку. Розовые всех оттенков и в яркую такую пурпурную точечку. У интермедии тоже всех оттенков могут быть. Они бывают разные. От совершенно белой до ярко-розовой с переливами. Но тут вот в этом кроссе явственно видна пурпурата. Вот котлея пурпурата в чистом виде. Ну, может быть, чуточку она так вот губу взяла от интермедии, вот расширяющуюся, такую вытянутую. Ну, вот такая вот нежная котлейка. И это у нее один цветонос. А если представить, как она будет выглядеть с двумя, а то и с тремя, они имеют очень по много цветов на одном цветоносе. Все эти пурпураты. Бывшая лилия, сейчас она причислена к котлее пурпурата. Вот она растет в таком маленьком горшочке. Когда выпустит корешки сантиметра по 3, вот тогда я ее пересажу, даже, может быть, перевалю в следующий по размеру горшок, потому что субстрат твердый пока еще. Вот такая вот котлейка. А еще кто у меня расцвел? Вот такая красота. Вот такая вот котлейка расцвела. Первый раз я вижу ее цветок. Мне очень нравится. Вот такие вот оборочки по краям. Ну, такие уже опорочки, рюшики, и губа, и лепестки. И цвет, вот лепестки розовые с переходом
а чашелистики более такие в оранжевый тон, розово-оранжевые. Ну и губа свекольная, яркущая, красивая, узорная. Вот такие вот ажурные оборочки. Сейчас я ее достану немного. Я ее купила, в общем-то, из-за листьев. У нее такие красивенные листья, такая гамма цветов, бордовые из-под низу. И сами бульбы переливаются, и оранжевый там цвет, и бордовый, и красный. Красивые цвета. И я ее купила сравнительно недавно. Это котлея моего старого продавца, старого моего друга, у которого я много купила котлей, 90-летнего старика, который умер. Вот. И после того, как я купила у него ту красную котлею, у его вдовы вообще-то, вот, просто случайная такая мистическая история, я оставлю ссылку о том, как я купила котлею, которую я очень хотела заполучить, но никак не могла. Дорогая котлея на eBay, и я купила ее у вдовы старика, просто зацветающую, с бутонами. Когда они распустились, оказалось, это то, что я хотела. А потом вот буквально через несколько дней мы опять проезжали мимо туда на берег океана, на прогулку. И остановились у нее, и я купила у нее еще 2 орхидеи. Вот эту вот котлею и анграекум. Анграекум, не знаю, какой у него размер, цветущий или нет. Вот тут вот он у меня в тенечке висит. Я его на свет повесила, так он сразу лист зажелтел. Вот, и его каждый день нужно обрызгивать. Каждый день, несмотря на то, что он в коре растет. Он очень любит влагу. Это анграекум эбурнеум. Вот он. Такой вот у него размер по сравнению с моей рукой. Сколько я смотрела в интернете, я никак не могла определить размер цветущих анграекумов. Вот именно такого вида. Поэтому я не знаю, это цветущий размер или нет. Кто знает, может быть, подскажете. Ну вот, вот так вот, если на солнышко его немножко, чтобы видеть размер. Мы ведь для того и ставим свои прекрасные ручки в кадр, чтобы можно было сравнить размер растения или цветка. А вот именно в случае с этим анграекумом и бурнеум нигде я не нашла, чтобы сравнить вообще ни с чем. Ни с чем. Понятно, что они растут огромные, и в огромном размере он будет цвести. Но когда начинается этот размер, цветущий размер, непонятно, сколько еще ждать. Вот. Ну и вернемся обратно к моей котлее. Вот она, красавица. У нее даже и роста этого не было, когда я ее купила. Она стала растить новый рост и зацвела. Мне очень нравится ее цветок. Я очень благодарна ее создателю, потому что этот старик, он сам всю жизнь выводил гибриды. У него всегда стояли в его, так сказать, садовой лаборатории сарайчики, там стояли подвязанные орхидеи. Я видела, что он их скрещивает.
что-то там химичит, колдует. И вот такие вот гибриды он выводил. У меня когда-то была похожая. Я ее потеряла. Потому что, как потеряла, она погибла, потому что я ее купила уже с коричневой такой сухой гнилью на ризоме. И я разделила, многое пришлось выкинуть, и 2 бульбы спасенные я замачивала, как я вот уже показывала, как я это делаю, замачивала с просушкой, и одна из бульб дала детку прямо на середине бульбы. Вот так вот у нее выросла малюсенькая почечка, потом выросла малюсенькая орхидейка, и она выросла. И она называлась BLC Burdekin Dream. Burdekin — это название реки у нас в Австралии, большой реки там в северной части, в тропиках. Вот. А Dream — это сон или мечта. Можно по-разному переводить. Burdekin Dream. Ну вот она очень похожа на эту, думаю, может быть, это она и есть. Ну, гибридов много, очень много. Может быть он, может быть не он. Вот, а пока что я просто буду любоваться этой орхидеей, даже когда она не цветет, видом ее листьев, и вспоминать старика добрым словом.